Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Обратите внимание на такой большой, огромный кошелек-портмоне, который у меня теперь есть. При раскрывании он выглядит следующим образом. С одной и с другой стороны отсеки под карточки, под водительское удостоверение, под визитки, под паспорт, под крупные деньги. Плюс там же лежит у меня ручка. Здесь находится мелочь. Вот, он очень удобный для меня. И если кому-то такой кошелек нравится, то в последующем видео я вам расскажу все очень подробно, как же он у меня получился. Итак, начинаем творить свое произведение вот из такого мусора. Смотрите, остатки, куски кожи, которые мне жалко выкинуть. Вот, я их даже остатками флизелина проклеила. И вот такие даже меленькие не стала выбрасывать. Почему-то мне кажется, из этого может что-то получиться. Значит, вот это последняя или крайняя моя сумочка оливковая. Это сумочка тоже есть на канале. Зелененького у меня чуть побольше. Вот. И решила еще добавить молочного. Молочного у меня достаточно. Что получится, сама не знаю. Если мне понравится, обязательно покажу и расскажу. На данном этапе я взяла ткань двунитка, обычная. Размер ее 31 на 25 ориентировочно. Вот, теперь продублировала ее с одной стороны 2 раза флизелином. И потом на клеевую паутинку прикрепила поролон. Тоненький поролон, про который все время говорю, на паутинку прилепила. Теперь переворачиваю. Наметила середину так, наметила середину так. Вот это, скорее всего, будет дно. И, скорее всего, это будет большой кошелек типа косметички, сумку. Я очень люблю большие кошельки, поэтому, скорее всего, это именно так и будет. И теперь мне нужно нарезать полоски шириной, ну, ориентировочно, неважно, они могут быть тонкими, толстыми, даже разными, ориентировочно по 3 сантиметра и плюс шов, то есть по 5 сантиметров. И буду их укладывать и настрачивать вот так и вот так. Логично подумать, что нужно сначала делать вот эту сторону, потому что здесь закончится. Вот. И этой полоской мы будем уже закрывать вот этот шов. Я начинаю работать и в процессе покажу, что получается. Итак, я запаслась полосочками. Вот, произвольно нарезала их разных цветов. Вот. И теперь моя задача, начинаю с угла. Сначала пришила кусочек, отвернула, пристрочила, отвернула, пристрочила, и на это место другой кусочек пристрочила, запаслась кремом. И вот я сейчас, видите, пристрочила третий участок и беру зелененькую, укладываю и буду уже отрезать, как у меня получается. Пристрачиваю я по краю где-то на расстоянии 2 миллиметров. После этого отворачиваю в сторону. Вот у меня сейчас не захватило. Я возвращаюсь и еще даю строчку подальше. Да, вот теперь все хорошо. Отворачиваю. Теперь мне нужно по этой строчке закрепить. Смазываю кремом. Закрепляю. И теперь опять смазываю кремом и даю строчку по самому краю, но так, чтобы не было никакого наплыва. Поэтому следите за этим.
наплыва не должно быть. И вот таким образом пристрачиваю все кусочки. Аналогично буду делать с этой стороны. Я думаю, у меня получится красивый рисунок. Одну сторону я настрочила. Посмотрите, как это выглядит. Теперь осталось другую сторону. Начинаем от центра в ту. То есть от середины к углу. Вот. И вот эти кусочки нужно все пообрезать лишние. И теперь я решила настрочить нитками, подходящему ко всем цветам. Ширину стежка я поставила 5 миллиметров. И где-то на 0,2, наверное, от края настрачиваю. Обязательно смазывать кремом, у меня по-другому машинка не шьет. И все участки настрачиваем. Я уже заготовку буду заканчивать за камерой. Вот эти линии будут настрачиваться таким же образом. Наша заготовка для кошелька или сумочки будет готова. Ну все, заготовка моя готова. Вот так она выглядит, посмотрите. Пришлось состыковать, потому что совсем уже кусочки остались. Это все, что осталось. Но вот это я уже выброшу. И теперь осталось за малым придумать, что же это у меня будет. А вы как думаете? Продолжаю эксперименты с своей заготовкой. Думала, закончила, но нет. Что я придумала? Я решила настрочить еще сверху на зигзаге. Значит, ширина зигзага 5 миллиметров, частота 1,2. Мне показалось это интересным. Посмотрите. Вот. И теперь я настрачиваю по всем сторонам. Вот поперек настрочила. И теперь буду настрачивать вдоль. Намазывать уже не нужно, потому что она вся в креме. Камера дрожит, но мне кажется, это более интересная фактура. И я именно так и оставляю. Все, с моделью определилась и готова вам рассказывать. Лекала заготовила и постараюсь очень подробно рассказать непосредственно о размерах. Итак, заготовка. Вот она. Основная заготовка имеет размеры. Это уже с припусками 23 на 14. Если заготовку перевернуть, то рабочая часть, то есть без припусков, 12,5, и посередине в одну сторону и в другую сторону по сантиметру. Вот так будет. Я вырежу непосредственно заготовку по этому размеру. Дальше нам потребуется 2 подкладки. Использовать я буду плащевку. Все детали подкладки продублированы бумажным флизелином, самым обычным бумажным флизелином. Размеры подкладки: 2 детали, 22 на, сейчас я померю точно, написала, сама не разберу, на 14. Вот такие 2 подкладки. Затем будем рассматривать уже карман. Карман по центру, 4 детали, размеры 21 на 10, тоже уже с припусками. И теперь, как кажется, что самое сложное, это карманы для карточек. Они на одну деталь и на вторую деталь и имеют вот такой размер. Более подробно вы сейчас увидите на экране.
перепишите, перерисуйте, это очень важно. Вот, и вторая деталь имеет следующие размеры. Тоже перерисуйте, перечертите. Что непосредственно важно помнить? Помнить нужно, что у кошелька имеется карман внутренний и карманы по бокам. И еще есть вот такие шторки по бокам. Размер шторок 9 на 9, если в сложенном состоянии. Таких 4 детали. Все, приступаем поэтапно к пошиву. Первое, с чего мы начинаем, вырезаем деталь основную и дальше уже показываю. Ну вот, заготовку я вырезала, она выглядит следующим образом. Наметила на ней середину, наметила рассечками отступление по сантиметру в одну и в другую сторону. Это нам нужно, это контрольные метки. И теперь укладываю сверху подкладку и показываю вам зависимость, какая должна быть. Размеры подкладок тоже рассказывала. И обратите внимание, что она по ширине уже, а по высоте абсолютно такая же. Теперь мы будем заниматься подкладкой. Я вам расскажу, что нужно сделать. На верхнюю подкладку мы укладываем карманы, размеры которых 22 на 47 полоска. Мы ее складываем аккуратно, вырезаем из ткани вот таким образом и дублируем. Внимательно посмотрите на размеры, и вы увидите, что ее легко сложить по намеченным линиям. Значит, с одной стороны заутюживается сантиметр, и он учтен. Посмотрите, он учтен. А с другой стороны это цельнокроенная обтачка кармана с другой стороны. То есть он тоже учтен. Вот 9,5 сантиметров заворачивается вовнутрь. И теперь вот эту заготовку сложенную укладываем на одну подкладку. Ширина его такая же, как и подкладки, и сантиметр мы выпускаем. Теперь настрачиваем по 3 сторонам и по центру делаем тоже строчку. Аналогично делаем с другой подкладкой, у которой другая заготовка с другими размерами. Посмотрите. Точно так же 1 сантиметр, только здесь 7, 4,5, длина ее 39, а ширина такая же. Мы ее сложили. Вот, точно так же. Эта сторона сантиметр подогнули, укладываем, отступаем точно так же где-то сантиметр. Вот так, напротив. И еще я решила, как всегда, сделать прозрачный карман. Он очень удобен, если сюда уложить, например, права. Вот, сделала я его из обложки, сверху окантовала. Ширина его 7 сантиметров, я его укладываю на один из карманов и точно так же делаю строчку сначала без подкладки посередине и потом пристрачиваю по 3 сторонам. И аналогично тоже здесь. Не забывайте, сначала строчку здесь, а потом укладываем и по 3 сторонам. Это важно. Подкладку почти заготовили. Вот что получается. Вот это середина. С этой стороны большой карман. Здесь карманы для карточек. Это прозрачный карман. Все пристрочено. Это одна сторона. И вторая сторона точно так же. С этой стороны большой карман под документы, а здесь под карточки. Вот, укладываем. И нам не хватает только вот таких уже заготовленных шторок, я их называю. Они укладываются вот сюда. Деталей 4, вот размеры которых 9 на 9. Складываем лицо вовнутрь
и обтачиваем их оставляя с одной стороны место. То есть вот эта часть, сгиб, она остается, обтачиваем с этой и с этой стороны. Таких 4 детали. Детали шторок обработали, уголочки вырезали. И теперь аккуратно выворачиваем их на лицо. Так как у меня плащевка, мне не надо их было дублировать. А если у вас мягкая ткань, то лучше продублируйте. Выворачиваем и приутюживаем на ребро. Итак, 4 заготовки. И теперь полученные заготовки укладываем стороной, там где у нас не обработано, в сторону молнии. Здесь будет у нас молния по кругу. Прикрепляем к подкладке, только к подкладке. Укладываем вот здесь в районе карманчика. Там где карманы, вот здесь мы прикалываем. И пристрачиваем на машинке закрепляющую строчку. И так с 4 сторон. Здесь, здесь и здесь. И все на уровне кармана. То есть на расстоянии верхнего кармана, вот здесь. Одно и то же расстояние здесь и здесь, то есть они должны быть абсолютно симметричны. И для удобства я одну подкладку завернула и заутюжила. Для чего это нужно? Для того, что когда обтачается, то есть они между собой подкладки соединятся, и нам удобно будет их между собой соединить. Вот такая задумка. Поэтому прикрепляем шторки. Итак, часть подкладки заготовили, остался только карман внутренний под мелочь. Пока откладываем подкладку и работаем с заготовкой верха. Для этого сразу скажу, что шов притачивания молнии в моем случае я рассчитывала где-то 0,7 ширина лапки. Теперь на лицо укладываем, берем молнию. В моем случае молния где-то 52 сантиметра, но можно немножко на пару сантиметров меньше. Это в моем случае. Теперь находим середину. Вот середина. И подворачиваем, раскрываем молнию. И укладываем молнию лицо с лицом. То есть укладываем вот таким образом. Эту часть подворачиваем вниз и укладываем на первую рассечку. Не на центральную, а на крайнюю. Укладываем. И аккуратно, можно приметать. Я буду пристрачивать сразу. На расстоянии ширины лапки плавным движением сначала приметываете одну сторону молнии. Ее должно хватить. На уголках не затягиваем. И выходим в ту же самую вот крайнюю точку, то есть первую от середины. Доходим до нее и ставим закрепку. Итак, уложила по рассечке молнию. И вот на ширину лапки начинаю притачивать. Плавно разворачиваю, и в моем случае нужно молнию немножко рассечь, чтобы она красиво уложилась. И, конечно же, расстегиваю, чтобы она мне не мешала. Обязательно соблюдаем полукруг и вот так аккуратненько укладываем. И на ширину притачиваем. Раскрываем и продолжаем. Абсолютно так же мы делаем с другой стороны. Абсолютно так же. Доходим до угла. Рассекаем там, где нам не получается развернуть. Я делаю 2 рассечения и разворачиваю.
Главное рассечение не сделать очень большими, чтобы их строчка прихватила. И вот я продолжаю раскрывать и притачиваю. Смотрю, вот она у меня рассечка вторая, я до нее дохожу, вот здесь пальчиком прижимаю и строчу только до нее. Вот у меня там снизу, по-моему, нитка заканчивается. Ну, все как всегда. И вот на этом месте останавливаюсь и ставлю закрепку. Вот что у меня получилось. Вот, дошла до рассечки и остановилась. Теперь нам нужно закрыть молнию. Вот. И наметить середину на самой молнии. Берем мел. Здесь у меня есть рассечка. Я ее ставила. Мы выравниваем с этой рассечкой. И устанавливаем молнию на середину. Середину с серединой. И вот уже эту часть мы будем притачивать от середины. Переворачиваем. И начинаем строчить от середины. Это нужно для того, чтобы ничего не перекосилось. И точно так же, все точно так же делаем и доходим до контрольных точек. В итоге мы получаем такую заготовку с молнией. Вот. На вот этих расстояниях посередине у нас остаются отверстия. Это нормально. Потом мы их завернем и настрочим. Вот так. Либо вручную, либо на машинке, как у кого получится. И теперь наша задача уложить подкладку лицо с лицом на этот же участок и втачать подкладку под натяжением. Желательно строчить по верху, потому что подкладку нужно будет все время подтягивать. Укладываем подкладку ровно по рассечке, посередине, так как она у нас доходит до середины. И теперь начинаем строчить от середины, захватывая вот этот участок незастроченный. И попадаем в строчку аккуратненько. Продолжаем притачивать и строчим в строчку. Я поставила иглу потолще. И все равно это нужно делать осторожно. Видите, подкладка совпадает. По высоте она у нас и совпадала. А вот на другой стороне мы будем немножко подтягивать. И это нормально. Так, теперь вот здесь держим. А ширину припосаживаем. Вы можете наметать. Подкладка у нас меньше, чем верх. И вот таким движением держим и припосаживаем. Но все равно попадаем в строчку. Заворачиваем. Видите, все получилось. Следим за тем, чтобы у нас молния не попала под строчку. Помогаем себе все время. Ну, для неопытных лучше, конечно, наметать. На поворотах делаем это медленно. И вот мы вышли на тот уровень, где нам ничего не мешает. И заканчиваем строчку вот там же, где закрепка.
с этой стороны прострочить пока не получится, здесь нужно будет вручную. Ставим закрепку и строчим точно так же с другой стороны. В итоге вот что получается. Под натяжением подкладка. Это то, что нам нужно. И теперь наша задача вот эти все припуски, за исключением молнии, все срезать. И то, что нам не нужно, вот эти полукруги, рассечь. Вот, можно сделать дополнительную строчку, чтобы ничего у нас не вылезло, или строчку помельче. И все это нужно вывернуть на лицо. Не забываем все утолщения убрать. Только молнию не вырезайте, молния останется, ее можно просто рассечь, а вот эти все утолщения можно вырезать. Кошелек вывернули, так это выглядит. И теперь приутюжили. Если у вас будет не кожаная заготовка, то все это нужно выметать. У меня кожа, выметывать я не буду. И теперь вот в таком состоянии нужно сделать отделочную строчку по краю молнии. Вот так круговую. Значит, вот этот участок посередине, вот этот, вручную приметываем к поролону с одной и с другой стороны. И будет все чисто и аккуратно с лица. Все. И теперь после настройки приступаем к заготовке внутреннего кармана. Итак, настройку сделали. Шов приутюжили. Вот настройка выглядит следующим образом. С одной и с другой стороны. Я закрыла кошелек. Теперь его нужно открыть, конечно же. Вот эту часть при закрывании нужно вручную пришить. И обратите внимание, что вот здесь вот строчка прошла и закрепила внутреннюю часть. И то же самое с этой стороны, просто она под хвостиком осталась. Хвостик приметываем сюда. Вот это отверстие в будущем мы закроем ручными стежками либо клеевой паутинкой. Изнутри все настрочено одной строчкой. Приступаем к заготовке кармана. Заготовка кармана очень простое действие. Значит, на лицо укладывается сюда вот эта заготовочка, прокладывается строчка, не доходя до конца, по 1,5 сантиметра, а с одной стороны и с другой стороны точно так же. Получается к молнии пришит карманчик. Переворачиваем наизнанку и то же самое делаем с другой стороны. В итоге получается заготовка кармана, которая должна превратиться в карман. Для этого что мы делаем? Мы отдельно соединяем между собой верхний карман и подкладку кармана. Только в подкладке кармана оставляем небольшое расстояние для того, чтобы возможно было вывернуть. Но перед этим расстегиваем молнию, потому что если молния будет застегнута, карман мы не вывернем. Вот так. И начинаем стачивать, раскладывая вот эти участки до конца. Даем шов на ширину лапки. Здесь, 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 здесь. А здесь оставляем некоторое расстояние для выворачивания. Получился карман. И для того, чтобы, как я его вывернула, вот здесь есть отверстие. Я его просто через отверстие вывернула на лицо. И теперь это отверстие нужно зашить. Просто взять и зашить. Можно вручную. Карман приутюжить. И теперь наша задача карман вшить вот сюда. Для этого мы складываем вот эту часть и притачиваем на машинке. Стараемся как можно ближе к краю, прикалываем сначала и прикрепляем карман к
к вот этим шторкам с одной и с другой стороны. Очень удобно его вытащить, то есть он туда-сюда перемещается, поэтому никаких сложностей не вызовет, только какие-то утолщения, если что, на ручном ходу. С одной стороны я пришила, и нужно еще вот таким образом зайти сюда, то есть строчим и еще вниз сантиметра на 2. Но прежде чем с этой стороны пришить, я из вот такой папки, ну, любого пластика, вырезала 2 заготовочки шириной, как наш кошелек, чуть меньше. Всегда можно подрезать. Сначала вырезаете точно такую, а потом подрезаем и засовываем вовнутрь. Можно сначала засунуть, а потом уже карман начать пришивать. Но я чуть-чуть подзабыла. Вот, засунули с одной стороны. Теперь точно так же действуем с другой стороны. Засовываем. Вот. И прежде чем карман пришить вот окончательно, изнутри вот тот запас, который мы делали, подворачиваем, я имею в виду заутюживали, и аккуратными стежками заметываем. Вот так. Под натяжением, смотрите, под натяжением должно быть. И заметываем вручную. Можно заклеить паутинкой, по вашему желанию. А после этого точно так же сюда и сюда пришиваем карман. Вот такая красота получается. Ну вот, почти готов. Очень важно показать, что если мы с одной стороны вот здесь прокладываем строчку, вот видите, я вытащила, то в этом случае в эту сторону уже вытащить не получится. И поэтому вот этот участок на 3 сантиметра вглубь нужно соединить вручную. И тогда карман будет стоять жестко и не будет перекашиваться. Ну все, сейчас закончу и буду показывать вам испытание. Ну все, кошелек готов. Он получился большой, удобный, как я и хотела. Наполнила его, посмотрите. Сюда помещается и паспорт, и крупные деньги, и даже ручка. Я кладу ключи. Здесь по центру находится мелочь. Вот, визитки, водительское удостоверение. Ну, все, что необходимо, всегда с собой. И так как у меня большие сумочки, у меня всегда помещается такой большой кошелек-сумку, мне очень-очень удобно. Если вам понравился такой кошелек и вы хотите его шить, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, всем творческих успехов! Шейте, не бойтесь, все получится, я точно знаю.